Этому покрытию больше 2 месяцев. Ногти все это время не стригли, педикюр не делали и принесли их вот в таком состоянии. Это работа мастера моего салона. И сейчас мы будем ее переделывать. Вот такие вот длинные у нас закорючки здесь. Кстати говоря, это ногти моей мамы, и они в таком состоянии просто потому, что она на 2 месяца уезжала на море и решила, что не будет там рисковать и записываться куда-то еще, и просто дождется меня. Ну и в конце концов она сказала: тебе же контент нужен, вот приеду к тебе вся такая обросшая. Начнем с очищения. Я здесь использую пенку, которая уже совсем скоро будет доступна. Я думаю, что многие догадались, от какого она будет бренда. Ну, а сейчас мы приступим к снятию. Я немного его ускорила, потому что покрытие было тоненькое. На самом деле я снимала очень-очень медленно и осторожно. На педикюр мы всегда делаем тонкое покрытие, поэтому при снятии надо быть деликатным. Но здесь очень хорошо видно, что ногти уже не в таком хорошем прям состоянии. Есть трещина, были кое-где какие-то отслоечки, а все потому, что не нужно было перенашивать эти ногти. Конечно, они в любом случае, ну, условно говоря, сползают и в итоге имеют нагрузку на свободный край, потому что иногда на юге маме приходилось ходить все-таки даже в закрытой обуви. Убираем длину свободного края коротко. Да, нам нравится, когда коротко. Я, кстати, на одной из своих видео читала комментарии: боже мой, кошмар, как она больно и коротко стрижет. На самом деле не больно. Я умею правильно стричь ногти, если верно поставить кусачки. И, например, как сейчас я показывала, завалить пилочку на клиента, то есть на ноготь, то можно спилить очень коротко, и нам ничего за это не будет. Сейчас посмотрим, как выглядят пальчики после того, как мы постригли ногти. Как правило, после этого на пальцах мы можем наблюдать борозды от ногтей, некоторые вмятинки. И сейчас все, кто внимательно смотрят, заметили не только то, что я достаю из-под краешков ногтей, но а также очень странный эффект на подушечке большого пальца, который похож на порез. Но на самом деле это не он, пореза там не было. Это то, как у нее выглядит гипонихий. Вот так вот, наверное, будет проще объяснить. Там действительно не шла никакая красная жидкость. Вот я специально открываю, показываю. В общем, так замялась кожа, причем на нескольких пальчиках. Да, я знаю, что я пилила пилочкой, но пилка у меня была безопасная. Мои пилки никогда не режут клиентов, потому что у них особенная вырубка, ну или заточка, не знаю, как это правильно называется. В общем, все убрали, подпилили, и дальше в работу я взяла фрезу. Она называется маникюрная капля, по-моему, да, почему-то сегодня эта фреза у меня. В общем, та, которая была под рукой, я ее и взяла. Но, кстати, хочу сказать, что зеленая была, наверное, не совсем правильная фреза для такой нежной кожи, но зато она прекрасно сработала в тех местах, где у нас остались вмятины от ногтей, и немного уплотнилась кожа, и это даже чуть-чуть напоминает нам мозоли. Ну, а потом я доработаю ситуацию уже с помощью красной фрезы, а пока наблюдаем за зелененькой. Для тех, кто не понял, чем она не подходит, она нам из-за сильного своего абразива, то есть из-за сильной жесткости, все-таки не совсем комфортно махрит кожу. Это и визуально заметно, и по ощущениям. То есть такой педикюр не будет прям супер чистым, но зато можно снять большое количество ненужной кожи. И опять-таки воспользоваться такой фрезой можно только если вы прям супер профи, она реально опасненькая. А вот красная фреза очень нежная, всеми любимая и достаточно универсальная, на самом деле. Красный или красно-синий — это фрезы, которые я люблю больше всего. И как видите, после проходки этой фрезы у нас уже намного лучше смотрится линия кутикулы. Также мы дорабатываем мелочевочку в труднодоступных местах, и уже можно сбрызнуть все антисептиком для того, чтобы убрать пыль. Я слегка пройдусь кусачками, прям реально без фанатизма, потому что покрытия у нас в планах нет. Сами понимаете, спустя 2 месяца очень как-то вот хочется, чтобы ногти и серии, знаете, подышали. Понятное дело, что никто там дышать не будет, но, в общем, отдыхаем, и кроме того, сейчас сезон закрытой обуви, зачем делать покрытие? Не было такого запроса, а вот на пятки запрос был. Они, конечно, в плачевном состоянии, опять же, после песочка, морюшка, камушков и прочего. Будем делать педикюр, будем обрабатывать кожу стоп с помощью
дисков я наклеиваю абразив на вспененной основе на многоразовый диск, который, естественно, проходит все этапы обработки и стерилизации, и с помощью этого диска я буду выполнять первый этап обработки. Как вы успели заметить, здесь есть много трещин, поэтому раскрывать мы их будем каждую отдельно, и каждую отдельно будем обрабатывать. На самом деле работа с трещинами, она такая достаточно ювелирная и кропотливая. Сейчас можно обратить внимание, как с помощью указательного и большого пальца левой руки я слегка поджимаю и фиксирую кожу для того, чтобы иметь возможность распилить или раскрыть трещину. Я использую для этого все ту же фрезу. Вот здесь, между прочим, зелененькая была очень кстати. Я спилила ей основной объем сухой кожи. Дальше уже в ход шли у нас острые фрезы с круглым носиком. В общем, все, что было у меня на тот момент под рукой в борьбе с трещинами, все средства хороши. Но помните, что спиливать прямо в ноль до состояния розовой пяточки крайне не рекомендуется, потому что тогда у клиента будут сильные болевые ощущения. Вам будет казаться, что вы не доделали работу. Здесь вообще, по-моему, еще даже остатки сильных загрязнений остались, да, ну, условно говоря, грязь, земля, песочек, но это правда бывает, и там это было на тот момент не достать. А вот порекомендовать клиенту использовать регенерирующую мазь, восстанавливающую от трещин, это на самом деле дело хорошее. И чтобы, как говорится, наверняка все-таки нанесу ее под повязку. Кстати, видео снималось на самом деле уже давно. Это было начало сентября, после того, как мама приехала, и уже к этому моменту могу сказать, что давно все прошло, с ножками полный порядок, и схема действительно рабочая. Ведь если вы просто раскроете и распилите трещину и вот так вот отправите клиента, не ждите там ничего хорошего. Там либо все повторится, либо треснет до конца. А еще может быть такое, что трещины очень-очень глубокие, и дело вообще закончится плохо, они будут дальше у вас трескаться. В общем, повязка, и желаем всего хорошего нашему клиенту, отправляем заживать.